Здравствуйте, друзья! С вами Дина, и я приветствую вас на канале «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим давно известный и многими любимый закусочный печеночный торт с луком, морковью и грибами. Это очень красивая, невероятно вкусная, эффектная закуска, которая прекрасно смотрится на любом праздничном столе. Это блюдо относительно недорогое. Для его приготовления подойдет любая печень – говяжья, свиная, куриная, а печень, как мы знаем, очень полезный продукт. Печеночный торт – очень сытная закуска. Для его приготовления все продукты нужно обжарить, а чтобы при этом использовать как можно меньше масла, желательно готовить на сковороде с хорошим антипригарным покрытием. Предлагаю вам вместе со мной протестировать сковороду от известного петербургского производителя антипригарной посуды «Вари». Бренд «Вари» хорошо известен и пользуется популярностью среди ценителей качественной посуды. Сковорода из литого алюминия с толстыми стенками до 4,5 мм и утолщенным дном до 6 мм. Диаметр этой сковороды 24 см, а высота бортиков 5 см. Сковорода довольно тяжелая, весит без малого килограмм. И, как заявлено производителем, тепло должно ровно распределяться по поверхности, что обеспечит равномерное поджаривание пищи. И сейчас я вместе с вами это проверю. Для приготовления печеночного закусочного торта нам потребуются следующие продукты. Для блинчиков 900 граммов печени, 1 большая луковица, 200 мл молока, 200-250 граммов муки, 5 яиц, 4-5 столовых ложек растительного масла, соль, перец и мускатный орех. Для начинки 3 крупные моркови, 3 большие луковицы, 200 граммов грибов, 50 граммов сливочного масла, 200 граммов майонеза, 200 граммов сливочного сыра и чеснок. А для украшения 4-5 отварных яиц, зелень и свежие помидоры. Для начала нужно приготовить тесто для печеночных блинчиков. Для этого необходимо печень пропустить на мясорубке или измельчить с помощью блендера. Я буду готовить из куриной печени, но можно взять свиную или говяжью. Если будете прокручивать печень на мясорубке, то берите решетку с самыми мелкими отверстиями. Далее в эту же миску нужно измельчить 1 большую луковицу. Также пропускаем ее через мясорубку. Печень и лук мы измельчили. Туда же вбиваем сырые яйца, всыпаем соль, перец и мускатный орех. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния. Выливаем в массу молоко, размешиваем и небольшими порциями всыпаем муку, замешивая тесто до консистенции, как на блинчике. Добавляем в готовое тесто растительное масло и еще раз хорошо перемешиваем. Если хотите, чтобы масса была более однородная, пробейте ее погружным блендером. Вот такое тесто у нас получилось. Отправляемся к плите, чтобы обжарить блинчики. Готовить будем на газовой плите, хотя эта сковорода пригодна для любых плит, кроме индукционных. Устанавливаем сковороду на плиту, хорошо ее разогреваем, убавляем огонь до среднего и приступаем к обжариванию блинчиков. Как сказано в инструкции к сковороде, перед первым применением ее необходимо помыть и немного смазать маслом, что я и сделала. Обжариваем первый блинчик на слегка смазанной сковороде. Переворачиваем и через полминуты снимаем. Снимается очень легко. Но, как утверждает производитель, готовить на этой сковороде можно и без масла. Сейчас мы это проверим, прилипнет или нет. Выливаем в сковороду полный половник печеночного теста и в течение 1 минуты обжариваем блинчик на среднем огне с одной стороны. Попробуем перевернуть.
и, к моему удивлению, он совершенно не прилип и прекрасно перевернулся. Слегка обжариваем его со второй стороны и перекладываем на тарелку. Посмотрите, как легко он соскальзывает со сковороды. Остальные блинчики буду обжаривать также без масла. Как заявлено производителем, сковорода изготовлена по ГОСТу, покрыта качественным, безопасным для здоровья итальянским тефлоновым покрытием Витфорд, которое усилено частицами титана. Это делает покрытие настолько прочным, что можно использовать даже металлические неострые лопатки и ложки. Как видите, я переворачиваю блинчики металлической лопаткой. При обжаривании блинчиков ни один не подгорел. Прожарка равномерная за счет толстого дна и многослойной защиты от пригорания. Из этого количества теста у меня получилось 15 блинчиков. А пока блинчики остывают, приготовим овощную начинку для нашего тортика. Для этого репчатый лук нарезаем средним кубиком и складываем в миску. Морковь натираем на крупной терке и перекладываем в отдельную миску. Грибы нарезаем мелким кубиком. У меня маринованные грузди, но можно брать любые грибы. Свежие, замороженные или вовсе готовить начинку без них. Вместо грибов можно использовать маринованные огурчики. Перекладываем нарезанные грибы в отдельную посуду и отправляемся к плите, чтобы обжарить все овощи. Устанавливаем сковороду на плиту и хорошо ее разогреваем. Как мы уже убедились, готовить на этой сковороде можно и без масла. Но для того, чтобы придать начинке приятный вкус, вливаем немного растительного масла и добавляем кусочек сливочного. Высыпаем в сковороду лук и, периодически помешивая, обжариваем его до слегка золотистого цвета. Как только лучок начнет поджариваться, высыпаем в сковороду грибы и жарим вместе с луком несколько минут. Затем добавляем морковь, слегка убавляем огонь, хорошо перемешиваем и тушим наши овощи до тех пор, пока морковь не станет мягкой. Хоть это и не самая большая в диаметре сковорода, но за счет высоких бортиков в ней можно одновременно готовить большое количество продуктов, и при перемешивании они не выпадают. Как видите, я пережарила все печеночные блинчики. И сейчас у меня жарятся лук, грибы и морковь. При этом хочу отметить, что ручка сковороды не нагревается. Она приятная, мягкая на ощупь и совершенно не скользит. Овощи протушились, морковь мягкая, и теперь можно начинку посолить и добавить перец. Еще раз перемешиваем овощи и перекладываем их в отдельную миску, чтобы они хорошо остыли. Как видите, после обжаривания овощей ничего не прилипло и не пригорело. Сковорода осталась практически сухой и чистой. Ухаживать за ней очень легко. После приготовления достаточно будет ее просто ополоснуть, хотя мыть сковороду можно и в посудомоечной машине. Блинчики и овощная начинка готовы. И пока они остывают, приготовим соус. Для этого в отдельную миску измельчаем чеснок. Его можно выдавить через пресс или натереть на мелкой терке. К чесноку добавляем сливочный сыр, майонез, немного соли и перца. Перемешиваем массу до однородного состояния. Кстати, у меня на канале есть видео о том, как приготовить сливочный сыр в домашних условиях. Ссылку я оставлю в описании под видео. Соус готов. Отставляем его в сторону и подготовим украшения для нашего тортика. У заранее отваренных яиц отделяем белки от желтков. Натираем на мелкой терке белки и в отдельную миску желтки. Очень мелко нарезаем зелень, которую нужно заранее помыть и обсушить. Все продукты подготовлены, и пора приступать к сборке торта. Берем тарелку, на которой будем подавать наш торт, и послойно укладываем блинчик. Слегка смазываем его соусом и выкладываем полную ложку овощной начинки. Равномерно ее распределяем по всей поверхности блинчика. Сверху опять кладем блинчик, соус и овощную начинку.
такой последовательности собираем весь торт. Сверху торт накрываем последним блинчиком. Слегка прижимаем. Смазываем его соусом сначала сбоку, а потом сверху. Украшайте торт по своему усмотрению. Мне захотелось украсить вот таким способом. Центр тортика я выложила яичным желтком. По краю отварным белком. Бортики присыпала нарезанной зеленью. А поверх торта уложила розочки, вырезанные из помидоров. Остается оформить листиками петрушки. Наш закусочный печеночный торт готов. Вот такой он получился. Желательно убрать его в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался. А сейчас давайте разрежем и посмотрим, какой он внутри. Тортик получился высоким, многослойным, очень красивым на разрезе. Нежные печеночные блинчики идеально сочетаются с обжаренными овощами, сливочно-чесночным соусом и свежей зеленью. Эта закуска не только вкусная, но и очень сытная. Желаю всем приятного аппетита. А что касается сковороды, на которой мы готовили этот тортик, то она полностью подтвердила заявленные производителем характеристики. Мне лично сковорода очень понравилась. С удовольствием буду готовить на ней и дальше. Заодно посмотрим, как поведет себя антипригарное покрытие при дальнейшей эксплуатации. Купить продукцию фирмы Вари можно в гипермаркетах «Магнит», «Лента», «Окей», «Ашан», а также в интернет-магазинах, например, Юлмарт или Озон. Ссылка на сайт компании Вари в описании под видео. Если вам понравился рецепт этой закуски, ставьте пальчик вверх. Поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусных закусок. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.